Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков, и в этом видео я предлагаю вам рассмотреть уникальную коллекцию, которая доказывает то, что наше прошлое действительно было сказочным. Я говорю про коллекцию криптидов Мерлина, которая была найдена в 2006 году в Лондоне под зданием одного из сиротских приютов, где был обнаружен наглухо замурованный подвал, и внутри хранились сотни больших ящиков с более чем 5000 артефактов, включая загадочные скелеты и таинственные рукописи. Дело в том, что прошлая цивилизация была действительно не просто техномагической, но и сказочной. То есть она была в первую очередь биологической, то есть содержала большое разнообразие видов. И в этом видео я фактически хочу вам показать материальные доказательства, которые существуют и в наше время, и собирались такими же исследователями в прошлые времена, которые показывают, что легенды и мифы – это описание реальных существ, реальных событий, а то, что их не берет сегодня во внимание современная наука, говорит только о том, что эта наука создана совершенно для другого. Действительно будет много откровенных фотографий, действительно нельзя со стопроцентной уверенностью утверждать, что все артефакты действительно реальны, они кем-то когда-то были произведены, но факты остаются фактами. Там, если даже 10% того, что там хранится, правда, это подтверждает все те письменные источники, которые я много раз показывал, все те легенды устные, которые существуют по всему миру. Поэтому я и предлагаю рассмотреть эту имеющуюся информацию, материальные свидетельства того, что раньше мы знали только из легенд. Эти артефакты получили название коллекция криптидов Мерлина, поскольку они принадлежат криптозоологу, аристократу и биологу Томасу Теодору Мерлину 1782 года рождения. Этот человек посвятил свою жизнь коллекционированию и изучению странных мистических видов. То есть все, что было описано в легендах, все сообщения он не отметал, а именно ехал и исследовал. То есть это не просто какая-то коллекция. Это коллекция, которая собрана, описана. Там есть мельчайшие детали, и огульно обвинять его в том, что это все подделка, даже в современном мире, чтобы это просто произвести на каком-нибудь принтере, это обошлось бы десятки миллионов. Плюс это нужно было бы делать десятилетиями. Понимаете, это не просто 1, 2, 3, это тысячи предметов. Причем те, кто смотрел мои видео раньше, уже видели, что я рассматривал книгу «История монстров». Книга шедевр 1642 года. То есть исследователи были всегда собиралась эта информация, всегда она делалась на основе уникальных фактов, и всегда все эти ссылки есть у меня будут под видео. В конечных заставках к видео будут эти же видео. Можете перейти познакомиться, потому что я собрал здесь не только эти артефакты, но добавил иллюстрации, мои находки, все это вместе скомпоновал, чтобы вы видели, что материальные артефакты, которые существуют и в наши дни, подтверждают все эти мифы, легенды, книги, которые мы находили в прошлом. Ну, давайте начнем с главного, с драконов. Вид драконов является остатком уникальных перепончатокрылых динозавров. Обитали они в горах Непала, а также далеко на севере Сибири. Последняя известная популяция была найдена в Гималаях, Курха, Непал, под присмотром группы монахов, то есть это был 19 век, и они еще были. Ранее было известно о двух видах драконов, дракон Алатус и дракон Минор. Ну, сколько нам сейчас известно видов драконов. Теперь можно добавить и дракона Магнуса, самый крупный известный подвид драконов. Вот как описывает сам этот Мерлин. В огненном ритуале, используя свои химические выделения из желез в горле, они сжигают тело умершего, не оставляя ничего, кроме пепла. Ну, в музее есть образцы кожи и чешуи немного больше. Вот это одно из хранилищ. То есть все примерно собрано в подобные изделия. То есть все зарисовано, записано, собрано, мельчайшие детали, артефакты. Описано это, то есть здесь проведена колоссальная работа. То есть это не просто где-то как дрова наваляли кучу артефактов и сказали, вот мы нашли. Нет, все
в идеальном порядке. А для тех, кто сомневается, опять же, обратитесь и к моим работам, которых я показывал, книга чудес из Аусбурга. Вот что она описывает в 16 веке в Европе. 1533 год. Летающие драконы были замечены в Богемии. Это продолжалось несколько дней, и более 400 из них, как больших, так и малых, летали вместе. Это как вопрос о том, а были ли драконы. Они описаны во всех фактически учебниках. Та же книга, 1533 год. Опять же, на 24-й день такие удивительные драконы были замечены в воздухе. Почти на 2 часа они там наблюдались, около 10 часов ночи. В нескольких местах где-то в Германии их наблюдали. То есть огненные драконы. То есть различные виды даже драконов. Перед вами опять же более подробное изображение этого дракона Магнуса из музея. Но его размах крыльев мог быть до 250 футов. То есть это фактически 7,6 метра. Ну, такой немаленький дракон. Один из самых больших размахов крылья в мире. Ну, перед нами, конечно, младенческий образец. Ага. Самый маленький из них, этих драконов, это дракон Минор. Ну, а самый распространенный и большой, это как раз дракон Алатус. Опять же, универсальная космология, которую я, опять же, нашел, отсмотрел, вижу, что там либо птеродактиль, либо тот же самый дракон, который хранится сейчас в музее. На гигантов не обращайте внимания, это уже мелочь. И то, что они белокожие в Америке, это уже пройденный этап. Все это есть в моих видео, переходите, смотрите. И Африка, то же самое, дракончик или птеродактиль, и к нему идет белый царь от античного города, 16 век. Ну, не знаю, в истории такого почему-то не пишут. Дракон Магнус, очень молодая особь, самец, около 10 экземпляров подобных драконов в коллекции есть. Образец имеет высоту около 20 дюймов. Большая часть его шкуры это выдающая остеодермы, то есть твердые пластинки, ну как чешуя фактически, то, что мы в легендах и слышали, твердые эти пластинки. Они здесь были удалены, чтобы показать сам скелет, но они есть. То есть невероятное доказательство сказочного прошлого Земли, причем еще недавнего. Миллер, космология, 1519 год. Вот этот дракончик изображен. Этот же дракон Магнус. Там же их несколько экземпляров в разных видах. То есть сказать, что он один. Опять же нашли это, я так понимаю, по описанию в горах Непала. Карта Маринера, 1539. Скандинавия, тот же дракончик. То есть ареал распространения Европа, Америка, Африка, Китай, везде фактически. Дракон семейства Флуминус был найден в основном на Дальнем Востоке и является пронзительным символом в китайской культуре. Часто приписывается фениксу. Разделяет многие черты млекопитающих и рептилий. Дракон Флуминус был яйцекладущим, гнездящимся животным. Был одомашнен примерно в 2697 году до нашей эры во время правления Желтого императора Хуанди. В китайской культуре существовало 9 различных пород дракона Флумини. То есть это то, что сейчас хранится в этой коллекции. Миллер, 1519 год, космология. Опять же, это дракончик или птеродактиль. Скорее всего, дракон как раз в районе Китая. Эти мелкие животные были легко приручаемы, питаясь в основном рыбой из местных рек. Они вели себя так же, как и волки, и одомашнивание было постепенным процессом. Дракон держался часто с человеческим населением, они извлекали выгоду из объедков, за которыми им больше не приходилось охотиться. За несколько поколений Драко Флуминус стал ярким дополнением к растущей культуре, выступая в роли хранителя семей домашнего скота. Ну, это как раз описание из музея Мерлина. Все ссылки есть внизу под видео, перейдите, почитайте. Одна из иллюстраций показывает кучу необычных сказочных существ, которые погибли в потопе, который был всего-то 400 лет назад. Вот красными стрелками выделил тех драконов, которые никогда не существовало, а вот они на всех иллюстрациях еще недавнего прошлого. Не обращайте внимания на единорога, потому что их сейчас тоже нет. Хотя в прошлом они описаны. Это из другой коллекции. В одной из винных бочек в подвале тоже нашли такую мумию единорога. Так что если найдете бочку в подвале с вином, не спешите пить. Может там что-то еще есть.
Вы тоже ощущаете, что с возрастом или после сильных стрессов организм уже не восстанавливается за пару дней, как раньше. Знакомое чувство, когда простая простуда выбивает из колеи надолго, а сил становится все меньше. Я давно все понял. Ждать, пока иммунитет окончательно сдастся, не вариант. Его нужно поддерживать грамотно и по-настоящему. Именно поэтому я снова возвращаюсь к синтезиту иммуноактив. Я уже рассказывал, что это не просто очередная добавка с железом, это принципиально другой подход. Его основа – это особая синтезированная молекула, которая действует на причину слабости. Она помогает нашему собственному костному мозгу производить здоровые полноценные клетки крови. По сути, мы не подпитываем организм извне, а даем ему инструмент, чтобы он сам начал работать, как задумано природой. И сейчас у вас есть отличный шанс протестировать его на себе. Мы договорились о специальной скидкой на Озон, где вы можете заказать синтезит иммуноактив и быстрая гарантия от официального поставщика. Ссылка на заказ ждет вас в описании под видео. А вот главный бонус. По промокоду Виктор30 вы получите 30% скидку на весь ассортимент синтезит. Но не тяните, промокод будет действовать только до конца декабря. Но самое интересное, опять же, раз мы тронули драконов, динозавров, когда там они вымерли, 65 миллионов миллиардов лет назад там что-то вымерло, но вот что хранится сегодня хранится в этом музее. Потому что по описанию под этой находкой, вот что там написано. Во время форума зоологических исследований 1915 года в Кенте, в Англии, женщина по имени Кэтлин Мередит вошла в переполненный зал почтенных ученых, неся большой деревянный ящик. Ящик был аккуратно поставлен на пол и открыт. Показалось маленькое животное, размером с собаку. Существо звали Сара, и она была трицератопсом, то есть динозавром. Но самое интересное, что по описаниям этот динозавр умер недавно от болезни, он был жив. Его забрали от матери. И эти динозавры были найдены в одном из регионов Амазонки. А на Амазонке очень много чудес мы с вами встречали. И входы в полую землю, и выходы из пола земли до сегодняшнего дня летающих существ, много различных разновидностей живых существ и динозавры. Ну скажите, есть ему 65 миллионов лет? А описан, что он вообще умер недавно. То есть, опять же, мы имеем множественные доказательства, что динозавры жили, а может где-то даже и живут. Еще одна находка, которая хранится в музее. Вот ее описание. 1912 год. Королевский институт палеонтологических исследований получил известие об уникальной находке в Верхоянском хребте, Восточная Сибирь. Существо было под видом орнитозавра. Что-то птицеподобное, динозавр. Это были мелкие хищники, которые процветали в меловой период. Действительно, ему 65 миллионов лет. Сохранился неплохо, скажу вам. Каждому так бы выглядеть через 65 миллионов лет. Или все-таки он погиб, мягко говоря, недавно? Но если недавно, то может быть. Точно не 65 миллионов лет. Мы уже много раз в видео рассматривали, что находки показывают, что динозавры еще недавно жили на Земле. Но самое интересное, что опять же в тех же джунглях Амазонки он нашел фей. Фей, да. И он наблюдал за ними. Нет, он никого не убивал, он все собирал. По его описанию, как раз это человеческие мимики, он их называл. Многие виды существовали тогда, но они обладали этими уникальными гуманоидными свойствами. Суть же в чем? Он описывает то, что он их наблюдал, как они жили, и они погибли от какой-то грибковой заразы, которые старались убежать, но все-таки погибли, поэтому он собирал уже их мертвых. То есть он никого не ловил и не убивал. То есть подобных фей не только у него, по всему миру гигантское количество. Разных видов, подвидов, форм, размеров. Просто гигантское количество. Да, обратите внимание, размеры, мягко говоря, не больше ладошки. Это не только в музее Мерлина, но они есть по всему миру. Конечно, кто этому верит? Это в школьных учебниках не написали, в институтах не написали. Раз не написали, этого нет. Кому вы верите? Своим бесстыжим глазам или ученым?
которые мы исследовали этот вопрос, опять же исследовали, что есть мальчик с пальчик, множество описаний подобных легенд, когда описываются очень небольшие человекоподобные существа. Не всегда с крыльями, когда-то и без крыльев, но суть в чем? В том, что рассматривая этот вопрос, я высказал предположение, что тот же гном, в обратном прочтении он монг, мун это луна, лунный подземный житель. Опять же, рост обусловлен лунной гравитацией. Опять же, у нас была луна Леля, скорее всего, оттуда лилипуты. Ну, а карлики, опять же, откуда-то с другого, может, спутника. То есть, все это указывает на луны. А небольшой рост связан с тем, что там гравитация совершенно другая. Вот у меня есть целое видео «Лунная цивилизация. Гномы», где я определил, что с очень большой долей вероятности, если жить при лунной гравитации, значит рост будет небольшой. Потом можно переселиться на Землю, и рост останется таким же, по крайней мере, первые поколения. Да, я много раз обращал внимание, что рост, опять же, обусловлен ускорением свободного падения, но в 6 раз меньше земного. Почему? И совсем вероятно, что небольшой рост и обусловлен именно этими условиями. А на Солнце, наоборот, рост выше. Прямая связь. Ну, никто мне не верит. Суть не в том, что верить или нет, а в том, чтобы собрать информацию. Когда-то мы получим подтверждение или опровержение этих данных. Но самое интересное, что мы уже получаем подтверждение легенд. Перед вами справа Вольпертингер, вымышленное животное, это из Википедии взял, якобы обитавшее в альпийских лесах Баварии, а слева засушенная мумия этого кролика. Так что вымышленный ли он был, я не знаю, но он хранится в коллекции этого музея Мерлина. Так что для кого-то он вымышленный, а кто-то хранит его образцы, потому что поехал, проверил, нашел и, пожалуйста, хранит и сегодня. Но интересно, что описание находится в химерах, а химера это производство подземного мира. Я уже делал видео «Аид и его подземное царство», где рассматривал его жителей, поэтому просьба не удивляться, когда вы видите подобные артефакты в музее тоже этого Мерлина. Товарищи с рогами, не всегда большого размера. Это, как говорится, скелет Лесова, по-моему, называют. То есть гигантские рога ветвистые. Но размер не такой уж и большой. То есть вполне вероятно, это различные виды живых существ именно подземного мира. А мы знаем, под землей есть множество ходов, и в том числе эти ходы имеют небольшой размер. Может, как раз для подобных существ. Но раз мы уже заговорили про подземный мир, он характерен чем? Песеглавцами. То есть теми, у кого была человекоподобная форма, но все-таки это другой вид, это, скажем так, человекоподобные животные типа волка, собаки. Ну, легенда. А перед вами святой Христофор, которого еще недавно почитали как святого. Но у него собачья пёсья голова. Да, была легенда, но как раз голова песеглавца хранится в этом музее. Считается, что обитал в Месопотамии. Ну, называют их Homo lupus, типа ликантроп. Один из двух дивергентных симбиотических гоминидов, известных им, происходящий от общего предка, который описан в этом музее. Они были крупными волчьими всеядными животными, как самцы, так и самки. Рост примерно прямоходящий 2 метра, ну 7 футов. У них было матриархальное общество, очень похожее на общество шимпанзе бонобо. Однако есть свидетельство того, что они развивали развитую цивилизацию и, возможно, ответственность за возникновение сельского хозяйства. Они являются источником мифов об оборотнях. Но сверхъестественным они не являются. Просто один живой вид, да. Опять же, показывают тот же бог тот изображался. То есть изображений существ с собачьими, волчьими головами множество. Что самое интересное, там множество таких образцов в этом музее. И детские скелеты, и вот взрослая голова. Но суть в чем? Этот вид несет в себе иммуноэффектный патоген, который действительно может заразить других гоминидов, ну людей в том числе. Этот вирус несет в себе генетическую информацию, которая может привести к травматическому увеличению костной, мышечной и кожной ткани. В большинстве случаев инфекция убивает хозяина. Большинство ликантропов родились, как и любое другое млекопитающее.
Эдвард Харрелл провел большую часть своей жизни, изучая оставшиеся популяции ликантропов в лесах Скандинавии около 1820 года. И сам заразился этим вирусом, штаммом волчанки. То есть известна ли волчанка? Известно. А вы говорите, было оно или не было, так материальные свидетельства сохранятся. Изучали это еще буквально пару сотен лет назад. Может, они сейчас сохранились, а мумии хранятся в музее. И скажите, что это не так, что это все Вася в свободное от работы время слепил и просто бросил в подвале, чтобы мы сегодня нашли, затратив на это колоссальное время, ресурсы. То есть нужно это изучать? Нужно. А как же насчет там подводных жителей? Ну, здесь вообще пошел полный беспредел по сравнению даже с тем, что мы видели. Считается, что Уильям Дайер, археолог и известный исследователь Антарктики, пожертвовал ряд образцов и ящиков с записями, относящимися к судьбоносной экспедиции в древний город, ныне забытую и избегаемую циклопическую суперструктуру в центре Южного полюса. Здание 300-мильной крепости и ее уцелевшие обитатели, как раз здесь представлены те артефакты, которые он передал вот этому Мерлину. Обратите внимание, что это полный беспредел с нашей точки зрения. Какое-то существо, похожее на какого-то морского жителя, на какой-то гибрид, изображение этого существа. Но полный беспредел только для современного человека. Дело в том, что мы уже видели эти существ и знаем о них. Правда, информации, конечно, было мало, но все-таки знаем мы о них и из Шумерии. Считается, что Дагон, морское божество, почиталось у аккадов и ассирийцев, а у шумеров она называлась Кутулу. Упоминается как бог-прародитель Лахму, Абгалу или Абгаль, Апалу аккадский. В шумеро-аккадской мифологии 7 мудрецов, помощников бога мудрости, Энки, основателей 7 первых шумерских городов. Ну, для того, чтобы вы понимали, кто правил когда-то некоторыми регионами мира, а сейчас фактически пытается править всем миром. По крайней мере, я имею в виду Землю. По легенде, эти мудрецы были созданы Энки и пришли к людям из Мирового океана. Абзу, что отражает их название. Аб – вода, Гал – большой, Лу – человек. То есть большой гигантский человек, а подобное существо. Первым шумерским царям, правившим до Великого потопа, мудрецы Абгалу служили в качестве советников и министров, а также были жрецами бога Энки. Ну, то, что Энки тоже, мягко говоря, не совсем человек, я тоже это показывал. То есть и вот этих существ тоже, скорее всего, голубой цвет крови. Ну, для тех, кто скажет, ну это единичные случаи, ну не совсем это так. Перед вами как раз слева фотография, иллюстрирующая находку Окмарона. История описана в книге Ганса Ульриха фон Кранца «Свастика во льдах. Тайная база нацистов в Антарктиде». Фейк, не фейк, все, конечно, нужно изучать. Мы собираем материал, чтобы понять. А вот справа, опять же, изображение бога Ктулху использовано в неизвестной церемонии. Одно из 3 конфисковано из бостонского культа Ктулху в 1837 году. Ну представьте, если этого ничего нет, никому не интересно, это какие-то одиночные находки. Откуда культ подобного существа, что вы видите справа, и то, что мы видим в коллекции, в 1837 году был разгромлен, скажем так. И там несколько подобных изображений было конфисковано, показывающее то, что я вам показывал и выше. Да, там есть и другие находки в этой коллекции, их там вообще, их тысячи, я вам показал просто пару десятков. То есть там не только описание эти скелеты, там описание, как они жили, максимальное описание их возможностей, если они какие-то там вредоносные, как с ними бороться, какие там противоядия, то есть как защититься, то есть это все собрано, разложено по полочкам, и этого тысячи. Поэтому, когда мы сегодня видим эти изображения, да, конечно, какая-то часть из них подделка, как раз для того, чтобы отменить интерес людей к прошлому. Чтобы реальность закрыть подделками, причем явными, сказать, вот видите, это подделка, значит, все остальное тоже подделка. А куда девать книги, описания, различные факты, ну тоже забудьте, потому что меньше знаешь, лучше спишь. Вон, прочитайте то, что официальная наука дала, там ничего этого нет. Так что. Ну, то, что история не стыкуется.
и все становится не на место, ну это уже другие проблемы. А для тех, кто первый раз, я рекомендую посмотреть фильм «Гримм». Зачем это надо? Дело в том, что вы как посмотрите, вы поймете. Суть в чем? Есть такие люди, гриммы, они видят первооснову существа. Потому что среди людей живут существа других видов, которые научили маскироваться под людей, а гриммы видят первооснову этих существ. Ну, существа не всегда, скажем так, мирные. Суть в чем? Этот популярный сериал шел много сезонов, но в недавнем прошлом по сценарию этого сериала было высказано предположение, что все войны в революции как раз были организованы подобными существами, которые не похожи, мягко говоря, на людей, ну, устраивают все вот эти вот проблемы. И после этого сериал популярный чудом закрыли. Так что вот такие вот чудеса, конечно, оно, наверное, никак не связано, что кто-то мог научиться быть похожим на людей, но не быть человеком. Поэтому я предлагаю вам самим сделать выводы, насколько это ценная информация, насколько это все доказывает. А я предлагаю продолжать движение в этом же направлении, собирать информацию и понимать, что не всегда все вокруг вас то, что кажется. А правда, она намного более невероятная, чем вы даже можете себе представить. Все ссылки на использованные материалы будут, как всегда, под видео. Если у вас тоже есть интересные материалы, ссылки по этим вопросам, пожалуйста, оставляйте их в комментариях, как и ваше мнение. Если, конечно, вы человек и можете также нормально выражать свои человеческие мысли. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей. И имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.